Как умирали викинги? Жизнь для викинга была полна ярости и риска. Не менее важным был и процесс отхода в мир иной. Это особый ритуал, который должен был пройти правильно, и малейшая ошибка фатально бы сказалась на том, как будет жить викинг в ином мире. Для современного человека это выглядит смешно, но подобные ритуалы существовали тогда во всех уголках мира, и к ним относились предельно серьезно. Для викинга обстоятельства его смерти означали несколько вариантов развития событий далее. Проживший благочестиво, но не героически, человек мирных занятий попадал в Хельгафёль, священную гору, где продолжал жить так же, как и ранее. Хёль – мрачное место, скандинавский ад, куда попадали умершие от старости или болезни. Часто викинги бросались на меч или копье сами, лишь бы не попасть в Хёль и оказаться в Вальгале. Вальхалла – зал славы Одина, куда тот забирал половину павших воинов. Там они бесконечно пировали и сражались друг с другом, умирая и воскресая вновь, пока не придет Рагнарёк, конец света. Когда Один выведет бойцов в последнюю битву с ледяными великанами, где они все погибнут окончательно, и мир закончится. Фолькванг – лук Фрейи, жены Одина, куда попадает вторая половина воинов, кто умер от ран или выпустив оружие из рук. Функции и назначение этого места не ясны. Вероятно, это было место, куда Фрейя забирала достойных женщин, а мужчины должны были скрасить их досуг. Утонувших в море забирал себе морской бог Эгир, который угощал прибывших собственным пивом, и такой прием считался очень неплохой долей, уступавшей лишь Вальхалле. Души праведных попадали в Гимле, дворец с золотой крышей в Асгарде, или в другой гостеприимный чертог Индри на горе Нидафьёль в подземном царстве. Клятвопреступники и убийцы принимали заслуженные страдания в Настрандере, страшном дворце в Нифльхейме, построенном из переплетающихся ядовитых змей. Самые черные души низвергались в Хвергельмир, колодец в подземном царстве, где их пожирал дракон Нитхёг. Трактовки разнятся, так как полноценной истории викингов в этом ключе уже не существует, а реконструкции дают разные результаты. Получается, что кроме Вальхаллы, прочие места были не слишком приятными даже для загробной жизни. Поэтому викинги всячески стремились умереть в бою. Конечно, это невероятно суровая, странная модель организации общества. Как в далекой стране, не граничащей с агрессивными соседями, могла возникнуть столь жестокая, если не сказать, маниакально жестокая культура. Загадка. Берсерк Хастейн из Дании был соратником Рагнара Лодброка и его сына Бьорна. Яростный воин в молодости, достиг большого положения, руководил половиной большого датского войска, которое прибыло в Англию мстить за Рагнара, но дожил до преклонных лет даже без ранений. На 7-м десятке ходил в походы с другими викингами, но так и не был убит в бою. Умер в своей постели, о чем горевали многие поколения викингов. И это не славная жизнь, а ужасный позор такого великого воина. В поход викинги шли охотно, либо он разбогатеет, как минимум сбывая янтарь, а то и рабов, цены на которые очень высоки, либо он падет в бою и окажется в Вальхалле. Но если он ходил в походы, скопил состояние, но продолжает жить и стариться, викинг начинал беспокоиться. В ситуациях, когда викинг был уже стар, понимал, что силы уходят и есть явный риск умереть в своей постели, он шел на крайние меры. Мог отправиться в поход и набег, вместе с молодыми воинами, и все понимали, что он едет туда, чтобы не вернуться назад и умереть в сражении. Если он вновь и вновь возвращался живым, как один из персонажей сериала «Викинги», такой счастливчик мог затеять спор с соседом, надеясь на Хольмганг, битву двух викингов, где победитель в бою побеждает и в суде. Один из викингов, удачливый купец и воин, собрал огромное состояние. Чувствуя, что пора покинуть этот мир, он собрал все самое ценное, положил в телегу, надел лучшие одежды и отправился колесить по дорогам, распевая песни и постоянно пьянствуя. Очень быстро такую ценную добычу выследили, ограбили и убили.
Викинг пал в бою, чего и добивался. В крайнем случае, когда все способы исчерпаны, викинг просто ехал в соседний город и искал на улице сильного и молодого воина, которого откровенно оскорблял. Драка переходила в бой, и в нем оба участника понимали, что нужно второй стороне. Старый воин искал смерти, а молодой получал доблесть, сразив опытного ветерана, невоздержанного на язык. Молодой дрался изо всех сил, а старый искал повода попасть под смертельный удар умышленно. Соперника искали подальше, чтобы избежать кровной мести и лишних эмоций к соседу. Если и это не помогало, то воину оставалось только улучшать момент, чтобы родственники вложили ему в руки оружие, когда начнется агония, и так убедить Одина в своей доблести или принести себя в жертву в священной роще, но шансов на это было немного. Жертву выбирали другие люди. Высшим достижением считалось перед смертью сложить стих Вису или сказать что-то героическое. «Холодна та плаха, пусть метель морская, мчит, с тобой кончая, не тужи от стужи, духом будь потуже. Дев любил ты в волю, смерть лишь раз на долю». Скальд Торир Йокуль сочинил это, идя на казнь. Некоторые открытия позволяют говорить о том, что умерший викинг отходил в мир иной после секса с богиней смерти Хёль. Викинг, получивший ранение, вдруг видел прекрасную деву, которая манила его, случалась связь, а затем давала рог с Элем, после чего воин окончательно умирал. Вероятно, традиция связывать смерть и секс является у скандинавов древней. Возможно, что смерть требовала еще немного жизненной энергии, или это символизировало, что живые черпают жизненную энергию у мертвых. Также это могло означать, что жизнь и смерть имеют общее начало, и что смерть человека обеспечивала дальнейшее процветание его потомков. Прочие люди, как и викинги, брали с собой в могилу ценности. Бонды получали оружие и упряжь. Ремесленники могли также получать весь набор своих инструментов. Женщинам подносили украшения и орудия по уходу за домом. Также в могилу клали еду, напитки, животных и рабов, чтобы все это служило их хозяевам и дальше. Могила раба, вероятно, представляла собой не более, чем углубление в земле. Вероятно также, что его погребение осуществлялось так, чтобы он, с одной стороны, не превратился в драугра, вампира, приходящего ночами, а с другой стороны, мог служить своим хозяевам и после их смерти. Различные обряды викингов были описаны несколькими арабскими купцами, включая и купца, и историка Ибн Фадлана. Их похороны он назвал распущенной оргией. И, видимо, у него для этого были определенные основания. Например, его удивило, что после смерти конунга его друзья и родственники выглядели довольными и веселыми, и совершенно не горевали. Поскольку арабский путешественник не знал их языка, он не мог понять, что они не печалятся вовсе не потому, что они такие бесчувственные, а потому, что свято верит, что их господину скоро будет оказана великая милость. Он окажется в их северном раю, на Вальгале, и будет там пировать с самим богом Одином. А это была самая высокая честь, которая могла только выпасть на долю смертного. Кроме того, его поразило, что одна из рабынь конунга, согласись умереть вместе с ним, 3 дня она пила алкоголь и совокуплялась со всеми желающими мужчинами, которые говорили ей, чтобы сообщила конунгу, что они делают это из любви к нему. А затем ее ритуально убила старая жрица. Большинство викингов были отправлены в загробную жизнь одним из двух способов – кремацией или захоронением. Кремация, часто на погребальном костре, была особенно распространена среди первых викингов, которые были яростными язычниками и верили, что дым от огня поможет перенести умершего в загробную жизнь. После кремации останки также могут быть захоронены, обычно в урне. А над ней сооружался курган, жилище умершего викинга. В походе для погребения использовали ладью или лодку, на которую клали тело, и ее уносила вода. Особо важные лица сжигались прямо в ладье, со скарбом и рабами, что и описывает Ибн Фахдлан в своем труде. Дальше воины думали,
что сделали все, чтобы встретиться вновь уже в Вальхалле. Как вам такие обычаи? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.